Всех приветствую на моем канале. Сегодня вам предлагаю связать клетчатый узор спицами. Вяжется он очень просто, но выглядит очень красиво и эффектно. Таким узором можно связать любую вещь, и для девушки, и для мужчины, и для ребенка он тоже подойдет. Еще особый плюс этого узора в том, что у него не подворачивается край. То есть таким узором можно спокойно вязать пледы, будет очень классно смотреться. Сейчас вам покажу изнанку. Как я уже сказала, узор получается клетчатым. Клеточки мы делим за счет вот таких вот цепочек из аранов и горизонтальных линий из платочного узора. То есть в основе узора у нас обычная лицевая гладь, которую мы делим вот на такие сегменты. Раппорт узора 15 петель, то есть он состоит из цепочки и квадратика лицевой глади. И еще, чтобы у нас полотно было одинаково начато с цепочки и закончено цепочкой, необходимо добавить 6 петель для того, чтобы в конце ряда провязать вот такую вот цепочку. Узор, в общем, вяжется очень просто. Давайте приступим. Для вязания узора необходимо набрать 15 петель. Плюс 6 петель для того, чтобы связать в конце раппорта цепочку и еще 2 кромочные. Первый ряд кромочную я снимаю. Приступаем к вязанию раппорта узора. 1 изнаночная, 4 лицевые, 1 изнаночная. Здесь впоследствии будет как раз цепочка. Затем мы вяжем петли квадрата, это 9 лицевых, и на этом раппорт узора готов. И заканчиваем мы ряд также цепочкой, как в начале ряда. 1 изнаночная, 4 лицевые, 1 изнаночная и кромочная. Разворачиваем вязание. Второй ряд вяжем по рисунку, то есть лицевые петельки лицевыми, изнаночные изнаночными. Я закончила второй ряд. Третий ряд. Кромочную снимаю. Приступаю к вязанию раппорта. 1 изнаночная. Следующие 2 петли мы будем менять местами. Посмотрите, я их снимаю обе с левой спицы и затем сзади завожу левую спицу сначала в одну петлю, правую выдергиваю из обоих петель. 1 петля у меня повисла, и я эту повисшую петлю возвращаю на левую спицу. И теперь вяжу эти петельки лицевыми. Следующие 2 петли нужно также поменять местами. Я их опять переснимаю. И теперь с лицевой стороны левую спицу завожу в одну петлю. Правую выдергиваю из обоих петель. Вот сзади петля повисла. Я ее подхватываю и возвращаю на левую спицу. И также вяжем их лицевыми. Одна изнаночная. 9 лицевых. На этом раппорт узора готов, и заканчиваем мы узор точно так же перекрещиванием петель, как в начале ряда. И 4-й ряд вяжем по рисунку.
Я закончила ряд. 5-й ряд. Кромочную снимаю. Приступаю к вязанию раппорта. 1 изнаночная. Сейчас мы будем вновь выполнять перекрещивание петель. Видите, у нас как бы петли разошлись в стороны. А сейчас мы их должны будем опять свести вместе. Я опять же 2 петли переснимаю. С лицевой стороны подхватываю 1 петлю. Правую спицу выдернула. 1 петля у меня повисла. Я ее подхватываю и возвращаю на левую спицу. И вяжем эти обе петельки лицевыми. Следующие 2 петли будем также перекрещивать. Снимаем их. Сзади завожу левую спицу в 1 петлю, правую выдергиваю из обоих петель и повисшую петельку возвращаю на левую спицу. И полученные петельки провязываю лицевыми. Вот у нас как бы такой кружок образуется, петельки вновь сошлись. Вот эта вот цепочка, она и вяжется у нас чередованием со 2 по 5 ряды. То есть то мы петельки развели в разные стороны, в следующем ряду мы их должны обратно свести. Но изнаночные ряды вяжем по узору. Перекрещивание такой цепочки будем выполнять в каждом лицевом ряду. Дальше идет 1 изнаночная и 9 лицевых. На этом раппорт узора готов, а заканчиваем мы ряд точно так же, как и начали. Изнаночная, затем выполняем перекрещивание петель. Разворачиваем. 6-й ряд вяжем по рисунку. 7-й ряд. Кромочную снимаю. Приступаю к вязанию раппорта. 1 изнаночная. Теперь будем выполнять перекрещивание петель. То есть мне нужно опять петельки развести в разные стороны. Меняю местами. И провязываю лицевыми. И следующие 2 петли тоже нужно поменять местами. И вяжем их лицевыми. Вот они опять, видите, начали расходиться в стороны. 1 изнаночная и 9 лицевых. Раппорт узора готов. И заканчиваем ряд мы точно так же, как его и начинали. Изнаночная. Выполняем перекрещивание петель. И кромочная. Разворачиваем вязание. 8-й ряд выполняем по узору. 9-й ряд. Кромочную снимаю. Приступаю к вязанию раппорта. 1 изнаночная. Дальше будем перекрещивать петли. В предыдущем ряду петельки у нас расходились в разные стороны. Сейчас мы их должны опять свести вместе. Меняем местами. И вяжем лицевыми. Следующие 2 петли также меняем местами. Одна изнаночная, 9 лицевых. Раппорт узора готов. Заканчиваем ряд точно так же, как начинали.
И осталась кромочная. Десятый ряд вяжем по рисунку. 11 ряд. Кромочную снимаю. Начинаю вязать раппорт. 1 изнаночная. Дальше будем выполнять перекрещивание петель. Следующие 2 петли перекрещиваем. Вот они, звенья цепочки, хорошо прорисовываются. 1 изнаночная, 9 лицевых. Раппорт готов. И заканчиваем ряд так же, как начинали. И кромочная петля. Разворачиваем вязание. 12 ряд. В нем расстояние между нашими цепочками-жгутами будем вязать платочным узором, то есть не изнаночными петлями, как у нас они лежат по узору, а лицевыми. Я сейчас провязываю петельки цепочки или жгута, это лицевая, 4 изнаночных, одна лицевая. И дальше мы бы вязали 9 изнаночных, но будем вязать эти 9 петель платочным узором. То есть вяжем 9 лицевых. Смотрите, чтобы петли не получались скрещенными. Раппорт узора заканчивается, и мы выполняем окончание ряда, также провязав петли жгута, цепочки, вяжем их по рисунку. То есть платочным узором мы выполняем только петли, которые у нас отвечают за лицевую гладь. 13 ряд. Кромочную снимаем. Приступаем к раппорту. 1 изнаночная. Выполняем перекрещивание петель на цепочке. Одна изнаночная. И дальше 9 петель платочного узора, то есть 9 лицевых. На этом раппорт узора готов. Заканчиваем петлями цепочки. И кромочная петля осталась. Разворачиваем вязание. И 14 ряд выполняем по узору. Не забываем, что между цепочками из жгутов у нас идет платочный узор. То есть вот эти вот 9 петель мы должны будем провязать лицевыми. 15 ряд. Кромочную снимаю. Приступаю к раппорту. 1 изнаночная. Выполняем перекрещивание петель. Одна изнаночная. Дальше 9 лицевых. И на этом раппорт узора готов. Дальше повторяем, а заканчиваем ряд всегда точно так же, как начинали, петельками нашей цепочки. И кромочная. 16 ряд вяжем по узору. Петельки между цепочками вяжем платочным узором, то есть лицевыми.
Я связала 16 ряд. У нас, смотрите, получилось как бы 3 таких бороздочки от платочного узора. И дальше мы будем вновь переходить на лицевую гладь. 17 ряд. Кромочную я снимаю. Приступаю к вязанию раппорта. 1 изнаночная. Дальше выполняю перекрещивание петель для нашей цепочки. Одна изнаночная, 9 лицевых, но эти лицевые уже будут соответствовать лицевой глади. На этом раппорт узора готов. Дальше мы начинаем повторять и заканчиваем ряд опять же цепочкой. И осталась кромочная петля. На этом раппорт узора в высоту готов. На этом раппорт узора в высоту готов. Дальше мы начинаем повторять со 2 по 17 ряды. Если вам понравился такой узор, не забудьте поставить лайк. Делитесь этим видео мастер-классом со своими друзьями. Не забывайте подписаться на канал, чтобы не пропустить следующие видео. У меня все. До скорых встреч. Всем пока-пока.